Друзья, я совсем недавно вернулся из Швейцарии, где проводил мастер-класс. 5-й день мы писали на Валенском озере в местечке Квартен. Немного позже я покажу, над чем мы работали, и некоторые участники команды поделились своими впечатлениями. Вы их услышите. Этот семинар дал мне новое направление в моей живописи. Я стала гораздо более шире видеть. Я понимаю, что утопание в деталях, в мозаичности, которая мне очень нравится, она мне наносила огромный вред моему творчеству. И я как бы приучаюсь выстраивать композицию на листе уже совершенно с новыми знаниями. Вот. И я все время расту, ступенечка за ступенечкой, все выше и выше поднимаюсь, и очень этому рада. Вот. И еще я для себя отметила, вот предпоследняя работа у меня была такая в светлых тонах, насколько она жизнерадостная, жизнеутверждающая, и хочется дальше в таком стиле еще что-то писать, попробовать целую серию сделать этих работ. Это тоже результат нашей практики с Вячеславом. Очень интересно. Очень интересно. Увидел, как это на практике происходит, как это завораживает и появляется на чистом холсте, появляется изображение, которое выражает эмоции. И это очень важно и очень интересно. Конечно, очень много нового. Прежде всего, видеть крупным планом, отдельными частями на этом крупном плане, раскладывать по тону. Это все очень интересно, очень важно. И с практической точки зрения, даже если человек хочет и у него не получается, то это помогает. Страхи уходят, приобретаешь какую-то раскрепощенность, наверное, свободу, свободу восприятия тоже и видения. Я надеюсь, что есть какие-то сдвиги у меня и вообще у всех ребят тоже. Все знания, которые получаешь, они потом, когда возвращаешься домой, ты как-то пересматриваешь свои работы, анализируешь и вспоминаешь, что говорил маэстро. И действительно учишься на своих ошибках, вспоминаешь на работах друзей, которые они все время показывают их в чате. И, естественно, на работах Славы, твоих работах. Это очень вообще здорово смотреть, как ты делаешь, как ты работаешь, это впечатляет. Впечатляет не только нас, всех, я думаю, вокруг. В группе, во-первых, потому что царит необыкновенно дружественная атмосфера. Когда приехала уже сюда второй раз, первый раз сразу нашла много друзей, второй раз приехали, как будто бы
будто встретил снова свою семью. Очень приятно, все рады. Мы вообще как-то любим друг друга, действительно чувствуем как семья. И помогаем друг другу, потому что каждый видит что-то свое. Как-то рисуешь, иногда забываешь про свои ошибки, не видишь их, перестаешь, потому что глаз устает. А вот когда подходят друзья, они тебе подсказывают, ты сам видишь это. Подходишь к другим работам, тоже видишь. И как-то мы все растем. Мы все растем, каждый по-своему, все растем. Ну, постоянно что-то новое на самом деле. Во-первых, потрясающая компания, просто шикарно. И эмоции, они вообще во всем. Я не знаю, все дал. И общение, и свободу некую, и очень все красиво. У меня в последнее время я немножко охладела к пейзажам. Я не знаю, в связи с чем это связано. Но вот здесь атмосфера, то есть я как бы снова, заново. Я заново это люблю, я заново как будто это что-то рисую, пытаюсь что-то новое открыть, и у меня это получается очень и гармонично, и эксперименты, то есть все вместе. А в группе каково работается, когда ты одна и как в группе? Очень по-разному. Здесь в группе очень хорошо, очень комфортно. То есть я не могу как-то выделить, когда я одна или в группе. Есть какая-то магия, наверное, тоже, потому что очень много единомышленников. И как-то само собой мы делаем какое-то свое дело общее, и все получается. Спасибо большое Славе. Во-первых, я научилась организовывать рабочее место свое, что мне этого не хватало. Выучила, как правильно раскладывать на палитре краски и начинать работу со маленького скетча. Это важно. Поняла, что в утреннее время и после обеда совершенно разные восприятия цветов. И как-то поменялось введение вот этих оттенков. Казалось бы, это серый, а он, оказывается, не серый, он там синий с добавлением оранжевого. И вот почему-то у меня не получался правильный серый, и спустя 3 дня у меня только серый получается. Это интересно. Вот. И у меня почему-то украли ножик. Не знаю почему. Дорога моя привела в магазинчик, и я там, в общем-то, приобрела нужные вещи. И приобрела новых друзей. Да, в общем, это очень классный курс. Всем советую. Семинар был живым, и вот это впечатление, когда видишь, как работает художник вживую, вот эту всю кухню наблюдаешь, как он мешает краски, это совсем другие ощущения и доходит быстрее, нежели когда мы смотрим какие-то передачи на Ютубе, онлайн мастер-классы. В первый день я вот это почувствовала. А какие открытия у тебя произошли, или ты все знаешь? Нет, я не все знаю. Я увидела именно вот такие детали, как Вячеслав набирает краску на кисть, на мастихин, как он мешает. Вот такие вот нюансы, которые почему-то раньше не подмечала. Я все понимала, но я этого не видела и не наблюдала так близко. Я перестала бояться, начала
не бояться краски, то есть не бояться исправлять, убирать эту краску с холста. Ну и вот эта смелость. И, конечно, повторение, мать учения, когда тон, следим за тоном, когда повторяется это несколько раз, когда это заходит. И еще приятно, что на русском языке это все было. Семинар мне дал кучу эмоций. Слава, ты просто чудесная, твоя техника, она вдохновляет. И ты просто хочешь каждый день создавать свои шедевры. Большое тебе спасибо. Швейцария – это чудесная вообще страна, горы, озеро. Это просто вдохновляет. Ну, я начала вообще-то с абстракции. Мы рисовали в стиле пан-арта. Мы брали ведра краски и на полу разбрызгивали все это. И потом я решила с абстракции перейти больше в реализм и совместить два этих течения. И вот сейчас я пытаюсь пройти по этому лезвию бритвы, чтобы два этих разных направления, многие называют это импрессионизмом или абстрактным импрессионизмом, и Слава помогает мне разобраться на этом трудном пути. Спасибо тебе огромное. До встречи, может быть, в Мюнхене, может быть, в Гардезе. Так что мы будем продолжать совместно этим заниматься. Я вообще первый раз на этом мастер-классе, и я очень рада вообще, что я попала сюда, и благодарна всем, Анне, которая это организовала. И группа была очень классная, мне понравилось, все такие сердечные, душевные, радостные. Со Славой было очень круто работать, это мой самый лучший учитель. Другой говорит, нет, важно, что ты пишешь. И у них идет бесконечный спор, и сидит еще рядом какой-то человек, пьет кофе, и говорит, вы оба неправы. Самое важное не как ты пишешь, не что ты пишешь, а кто пишет. Очень многому научилась. Ну, научилась видеть, разбираться в тоне, да, ну, еще там подработать надо мне, где-то что-то доработать. Вот, тон, композиция и, ну, мышление, вот это все как-то, ну, теперь я по-другому думаю, потому что раньше я в этом не сильно разбиралась. А сейчас я уже как-то уже начинаю понимать, где что нужно делать. Вот. И, ну, со Славой вообще круто работать. Он такой душевный человек, светлый, такая энергия, такая спокойная, объясняет хорошо. Для меня это было вообще, ну, я даже не знаю, слов не нахожу, но это было очень хорошо, круто. Важно работать в группе? Мне в группе важно работать, потому что у каждого как-то все по-другому, да, вот каждый рисует по-своему, и это тоже где-то начинаешь видеть это все, видишь природу по-другому, да, краски видишь по-другому начинаешь, да, это очень, мне это важно в группе работать, да.